Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++. И тема сегодняшнего видео — это классы перечислений. То есть в предыдущем видео мы разобрали обычные перечисления, а в этом видео будем разбирать классы перечисления. И давайте, не мудрствуя лукаво, откроем редактор. Сразу уже будем на конкретных примерах разбирать. Так, директорию. Вот, и файлик с enum классом. Так вот, сначала, знаете, давайте разберем такой простенький пример. Начнем с недостатков, с которыми можно столкнуться, когда вы используете именно обычное перечисление. Да? Положим, у нас есть два каких-то перечисления. Пускай называется, не знаю, enumeration 1, банально, да. Или, ну ладно, не будем настолько примитивно, давайте как-нибудь назовем. Пускай это будет цвета, будут, и допустим здесь будет red, green, blue. А второе перечисление, положим, будут, не знаю, животные, animals. Ящерка, lizard. Так, кто там, собачка и, не знаю, птичка, например. Вот. И в этом случае мы вспоминаем, да, что мы можем делать с перечислениями. Мы можем их сравнивать, выбирать логику с помощью них, там, в ифах, в switch-кейсах, там, еще где-то. Вот. И вспоминаем, что они, по сути, являются еще интеджерами, то есть они неявно приводятся к целочисленным значениям. Но что будет, если мы столкнемся с вот такой ситуацией? То есть давайте предположим, что мы сейчас возьмем и даже инстанс создадим, два инстанса. Первый инстанс будет типа colors, какой-то color, например, да, любой, green, например. И далее мы создадим инстанс второго нашего перечисления animals, и пускай будет, допустим, animal и dog. Да? Не, я должен выбрать ящерицу, поэтому здесь будет красный. Я просто очень люблю ящериц, ничего не могу с собой поделать, сори. Вот, и предположим, мы делаем вот такую совершенно нелогичную вещь. То есть, да, мы, казалось бы, сравниваем color с животным и реализуем какую-то логику. И понятно, что по идее, вот он даже уже говорит нам, что сравнение различных энумераций, то есть нежелательно так делать. Ну, например, мы так делаем, да? То есть компилятор не выдаст ошибку. Это будет, допустим, correct, то есть корректное поведение. Ой, господи. И в противном случае некорректное. Понятно, что сравнивать даже по логике вещей инстанс перечисления color с инстансом перечисления animal совершенно нелогично. И нам хотелось бы, если даже такой кейс возникает, получать, ну, некорректный результат, да? Но если мы сейчас проверим, что на самом деле мы в итоге получим, то увидим, скомпилировав и запустив программу, что мы получаем коррект. Почему такое произошло? Да потому что обычное перечисление, оно не имеет скопа, во-первых. Мы можем отовсюду получить к нему доступ, и оно неявно приводится к целочисленному типу. То есть так как lizard стоит на первой позиции и имеет значение 0, и red стоит на первой позиции и имеет значение 0, они неявно приводятся к интам, и в итоге наша проверка проходит. И в этом случае мы приходим к логическому решению в виде выбора enum классов, которые, во-первых, обладают собственным скопом. Мы таким образом решаем проблему с нежелательным конфликтом, да, там, имен, который потенциально может произойти из-за того, что обычные перечисления, как мы уже много раз сказали, в глобальном пространстве имен. То есть мы откуда угодно можем достать поля этих перечислений, да, там lizard, dog, bird, red, green, blue и так далее. Вот, это первый момент. И второй момент. Enum классы неявно не приводятся к интеджерам. Давайте сейчас объявим, сделаем
просто для того, чтобы сделать эти перечисления enum классами, нам всего лишь нужно указать ключевое слово класс. И все. Этого будет достаточно. Указываем класс и уже видим, что, во-первых, мы перестали, видите, ошибки появились. Мы перестали видеть поля этих классов, то есть, видите, use of undeclared identifier, то есть использование необъявленного идентификатора red. То есть мы его не видим, lizard тоже не видим. И здесь, смотрите, invalid operands to binary expression, то есть невалидно переданные операнды. То есть, смотрите, первые ошибки как можно решить? Мы теперь должны указать область видимости нашего перечисления конкретного colors, да, это в случае для поля red. А в случае для поля lizard мы должны указать, естественно, область видимости enum класса animals. И вот только теперь мы как бы проинициализировали наши инстансы. Но при этом мы все равно не можем вот так вот сравнивать. То есть компилятор нас теперь ругает. Мы не сможем скомпилировать эту программу. Видите? Invalid operands to binary expression. Потому что теперь неявного приведения компилятором к ссылочисленным типам нету. И все, что мы можем сделать, мы, допустим, можем проверить явно вот так. Вот, да, это корректный синтаксис. То есть теперь мы скомпилируем, воспроизведем, запустим программу, видим, что коррект. Поменяем значение перечисления, например, green, да. Скомпилируем, запустим, видим, что incorrect. То есть вообще по дефолту, ребят, смотрите, в большинстве кейсов считается хорошей практикой использовать enum классы, если нет какой-то жесткой необходимости использовать именно обычные enum, то есть с их особенностями, там, глобальной области видимости, с приведением неявным к интам и так далее. В дефолтном случае, в стандартном, вы должны использовать enum классы. Они более безопасны из-за того, что имеют свою собственную область видимости, да, локальную, и они неявно приводятся к целочисленным типам, что тоже является более безопасным поведением в каких-то отдельных случаях. Вот, это, в принципе, базовая информация по enum классам. Я думаю, что пока тоже вам будет достаточно. Мы еще не владеем, так скажем, ООП фишками. Да, ребят, и когда мы изучим на достаточно нормальном таком базовом уровне ООП, достаточном для того, чтобы уже работать, чтобы решать реальные задачи, мы вернемся к обеим этим темам по enum и enum классам, и я еще дополню их обязательно, чтобы у вас был такой усиленный, так скажем, функционал в плане enum и enum классов, потому что это действительно вы потом поймете. Я понимаю, что пока, возможно, как и мне когда-то, вам не совсем ясно, а что это за штуки такие, как вот в чем фишка, да, в чем, как их использовать. Я, в принципе, постарался вам показать на примере enum, как можно выбирать функции, но не функциями едиными. Мы еще расширим эту тему обязательно. Все, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Если вам нравится мой контент, то подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте мне лайк под видео, ставьте обязательно колокольчик, если вам нравится, опять же, контент, потому что контента будет море. Я уже его много делаю и будет, скорее всего, еще больше. Напоминаю, что добро пожаловать в комментарии. Я открыт к адекватной, нормальной критике. Какие-то замечания, дополнения, пожелания, пожалуйста, всегда рад, почитаю с удовольствием. И еще напоминаю, конечно, что я параллельно стримлю на Твиче. Вы можете найти ссылочку на мой канал под одним из последних актуальных видео, которые я записывал за последние 2-3 недели, ну, примерно там 2,5, сколько я активно ютубом занимаюсь, да, примерно столько. Вот, все, ребят, спасибо еще раз вам большое за просмотр, удачи вам в обучении и пока.